Всем привет, чуваки, с вами Джем, на канале Джем Тайм, и сегодня у нас рубрика Demo Time. Гостем нашей постоянной рубрикой Spinks, игрок команды Vitality. Очень жесткий чел, войдет в топ-20 2023 года, 1000%, очень талантливый, только недавно он раскрылся. У него нереальная статистика на оверпассе, и я хочу посмотреть, как он играет за КТ. Ну, молик, да, стандартный на АМ, давайте посмотрим еще раз, как он бросает. Хочу посмотреть очень много игр. 3 демки и кинь закономерность. Перемотайте, посмотрите, там есть свои приколы. Такой смог. И хая. Смог на 4-ю ступеньку. В целом в этот смог ничего не видно здесь. Его не надо бояться, тут можно просто выйти. Ничего не видно. Так, чисто делает, за его тут встал. И вот так в щель контролят. Они за его тут играют чисто на чувстве, дуэль за дуэлью и так далее. Доджатся флешки за его все. Смог молик. Слышу, что Керриган идет. Решил уйти из туалетов. Стоит на иксе, ему флешка прилетит, проверит. Проверил широко. И пошел в спину. Очень жестко срубил. Зашел за экран, срубил. 1 в 1. Броки ставит. Броки будет справа скрипт пикать. На самом деле, плюс-минус все четко сделал. Следующий раунд у нас. Дает молик. Дропнул флешку. И под флешку будет играть, да, соответственно. Проверил. Кинул хае. Чел по стене, может быть. Не фонит. Ушел на лонг. Нормально, агрессивно играет. Ну, теком. Понятно, что он тут стоит. Понимает преимущество своего гана. И хае. Ушли, съехали. Рейн агрессивно. Пошел на лонг. Ну, такой энгл взял. Просто распикивают. Пришел апик с третьим. Пошел распик. Заявил в трейде. Выбил бомбу и живет. Очень важно в таких моментах жить. То есть, чем больше ты время вытянешь, тем сложнее терам будет доиграть. Бомба лежит в яме. На самом деле, тут уже теры проиграли. Ну, невозможно выиграть. Просто запушил лонг, заявил на паре. Первое действие, которое есть. Такая интересная флешка об дерево. Чтобы повыше дралась. И вбил броки, получается. И решил сразу на агрессии, на неждан пойти в упор. На дуэль. Ой. На самом деле он переиграл Керриганом. И как знаете, как получилось? Броки с первым респом решил замутить мув. Тушит. Ему летит флешка, и он хочет пикнуть. Ну и Спинкс. Видите, вот эти две флешки. Спинкс все четко сделал. Обычный чел должен просто уйти после этого энтри, но он решил пойти на фонтан. И так они преимущество свое отдали. Но это Vitality, они любят играть агрессивно в трейды. А неждан пушить. У них тут, скорее всего, фри-ролл. Люди могут позволить себе все, что хотят. Такая хае, систематически он скидывает. Очень мерзкая хае на самом деле. Тут Рейна минус 22. А если минус 22, то ты с эмки сможешь голову с одной пули убить. Это тоже очень важно. Как может это быть изначально не очевидным, но если ты хаешкой просто накоцаешь двоих людей на минус 10, то ты потом с эмки с пули в голову убиваешь. То есть у тебя ган сильнее, чем у тера на дальних дистанциях, на ближних. Не лонг бегут. Ну, тут без шансов Спинкс вырубает, потому что Керриган не в фокусе. Попробуй теперь пройти. Очень жестко. Под флешку все четко делает. Курилку наиграл он. М-ка. Ну, тут агрессия. Понятно, что это какие-то комбины, которые они мутят. Ему дали 2 молика, он пробежал. Но Рейн фулл фокусе был на эту тему. Это такая уже мейнстримный мув. 2 молика скидывать, один тушится, второй горит, и ты пробегаешь. И Рейн, смотрите, в фокусе. Но Спинкс просто снес. И с Керриганом дуэль. И просто снес Керригана. Давай перестреляй.
Это он хаешку дает против форса, получается. Если у терров плохой бай, то да, вы часто можете видеть теки, которые начинают бежать. И то есть у него заку получается всегда одинаково. Он покупает себе смок, молик, хае, молик кидает в яму, хае скидывает либо в яму, либо в андер. Вандер часто скидывает, когда там теки. И потом встает в агрессивных спотах. Агрессивные споты у него это курилка, это лонг, это вот получается в этих туалетах на эксе. Либо мув лонг по 2 молика побежать. Скинул смог в тайминг. Контроль банан. Там плохой бай, поэтому он себя нормально тут чувствует. Брокер распикал. Спалил. Ну тут его спалили, убили. Молик игровая. Тут за его пикает. Мув. И пошел опять с хаешкой в андер против плохого бая. Против плохого бая остался в андере. Как и в первом раунде, во втором раунде, если помните, с МПшку он. Это он под флешку чекнул, так в тайминг, чисто невзначай. Вот, видите, уже профессиональный КС. Вот такая флешка. Под ней он чекнул, никого не было. И стоит в таком энгле. Все, это заход, начинается топот. Он очень в сильной форме. На самом деле, просто убивает. Один из типов игроков, который играет за счет сильной индивидуалки. Просто наводка сильная и стрельба. И максимально реализует ее за счет дуэли. В голову. И лонг опять спушил. Вот так аркадит. Он чуть за экран зашли. Если по праве пошел бы, убил бы. Не повезло. Ну, пока грузится демка, могу сказать, что, ну блин, это оверпас. Тут за КТ легко играть на ашке. Ты просто встаешь в свои фэнглы. Не надо ничего придумывать. Никакого крутого, сильного там командного взаимодействия не существует. Тебе надо просто сносить хедшоты. И Спинг с этим очень жестко справляется. Первый бай-раунд. Такая флешка, начинает на Б. Какая-то Б-игра против OG. Пришел на, за его на лонге, чуть поменялись. И спушил 4 в 5. Лонг. В Т-спаун бежит. Без шансов. То есть 4 в 5, то есть на заяву, да? Второй элемент, который они делают, 2 лонг пушат. Ну это такое. Мы тут с вами в целом-то не за командными действиями, а просто, вот опять видите, антифорс, хае вандер. Чуть задилейл, ушел. Устал на дуэль. Это уже чуть-чуть нестандартно. И видите как? Вот его стрельба. Очень важно на такие моменты обращать внимание. Он не сел и не начал спреять. Он ходил и стрелял против дигла стоя влево-вправо. Видите? Тяжело нацелиться на такого. Молик, смог, хае и встал. То есть это вторая тема, которую он делает. Кидает смог сюда. Ну и кидает смог не такой, чтобы под него играть, а просто дилей смог, чтобы теры боялись и отсюда не проверяли. И контролит отсюда лонг выбегания. Вот такой смог. Хае. Задамажит же? Опа, минус 40. Спалил. Понимает, лонг бегут. Тут уже стянулись. Отсюда слышит весь звук, всю инфу с лонга. И сейчас они, видите, 4 уже прибежали. Четвером не приняли. Хае андер. Плохой бай, идет с хаешкой в андер. Опа, на минус 50. Чуть задилейл андер. И против пистика встает на картинке. В плюсы где стоять? Не отдаешь ган, то есть ты вместо того, чтобы здесь отдаешь ган, трейдишься. Тут ты можешь всегда прижаться и выжить. Молик, смог, хае.
И контролит неофраг. Неофраг прошел. Он понял по информации, что неофраг один лонг. И что его тут не читают. Неофраг уже где-то в туалетах. Либо лонг прошел. Заеву говорит, что лонг никого, значит неофраг в туалетах. Четко клатч сыграл, да, то есть нафейковал. Да, давайте сейчас посмотрим еще раз. Во-первых, в целом, да, весь раунд что он делает? Кидает свой смог, кидает хае, контролит пробегающего лонг, понимает, что лонг один всего лишь. Дочекивает, понимает, что, ну, типа, говорит своим информацию, что под ап-1 они масс-б стоят. На б там какие-то размены, апекс задилейл, Заеву законтролил лонг чела, значит он в туалетах, понимает, что он в туалетах, под него не стягивается. Он стоит, выживает, ждет информацию. На Б игрок просто рандомит, но там ничего не остается делать, что они 3 монстра стоят. Ну все, лонг пошел. Убивает, все, он понимает, что лонг типа фейковал, это все масс монстр. Пробегает, достает коль, чтобы если что трубу убить. Ну тут типа стреляет, дальше клатч. Апекс инста побежал через лонг, этот клатч разыгрывать против Ника. Спинкс бежит, играет от того, что там Ника сразу побежит. Начинает топать, чтобы апекса не ждали. Потопал с одной стороны, типа в банк идет, и с другой стороны идет, чтобы хедшот убить. Все, понимаешь, что чел красный, апекс сказал, что он его накоцал. Спинкс выходит. В голове у него, блин, он чел был где-то вот в этом районе. Сейчас покажу вам с помощью консоли. Где-то в этом районе был. Он может пойти в банк, пойти лонг, остаться на дефолте. Машин точно быть не может. Чекает банк тайминг. Вдруг игрок сразу в банк пойдет. Не видит, и тут Ника уже сам на очке пикает. Хотя Ника, типа, он думал, что Спинкс уже вышел и где-то на машине. И поэтому Ника хотел вот так где-то его подловить. Ну, здесь вот слева. Либо в тайминг пикнуть Ника хотел. Ну, Спинкс не поспешился, четко сделал, клатч выиграл. Молик. Смог. И на шарах. Под флешку чекнул. Убил неофрага, наказал. Понимает, что неофраг плюс-минус один мог быть и встает опять на дуэль. То есть у Спекса такая тема, если он, убив одного, не отходит пассивно, да, он дальше идет на урон херачится, смог все выкинул. И тем самым легко выигрывает раунд. Опять же, почему он залез сюда теперь? 2 раунда он скидывал и видел, как неофраг пробегает лонг. И тем самым он решил, ну давай тогда я тебя убью просто, если ты так бежишь. Встает здесь, просит флешку у Заеву, проверяет здесь упор. Играет от плохого бая, но там хаешки. Ой, там калаши. Смог дали, челы. Прошли контактом, типа они их не читают. Неофраг чуть дождался. Пошел. И за компанию Ника упал. МПшку берет, да, уже второй раз на антифорсе. Молик. Ну, ничего такого, тут уже с эко играешь как хочешь, пофиг. Там уже понятно, что это эко. Все, хороший старт есть. 2 на пистике, 3 на бай, 2 молика дают. И 2 хае, мерзкие. Пошел вандер. Отменил. И сыграли пассивно они. Ну все, бустанулись. Тут типа плохие ганы. 3 в 2. Ну, можно было бы смог зиг дать, но такое. Вот, чуть рано. Ну. Четкий раунд. Бустанул за его. Мэджиск бустанул. И подловил. Вот так неприятно. 3-я игра подряд. И видно, что там даже в Виталити, типа Спинкс, он против определенных вещей играет. То есть плюс-минус игра у него, стандартная его игра, она одинаковая, ну так. Но инструменты, которые он использует, они чуть могут отличаться. Например, тут он проверяет мидлу чуть позже. И ловит так на фане. Хотя в целом до этого он это не делал. Он прям... Да, многие спрашивают, как так? Виталити выигрывают чемпа, Эмбрио. На самом деле, ну, блин, до этого Зайву сильно прям сносил.
А сейчас подключился Spinx. И Spinx очень плотно стреляет. Прям очень плотно. Мы с вами смотрим, он ни разу за 3 демки не зафейлил стрельбу везде, где надо, с 2. Реально он с 2 убивает просто. Там, где дальний спрей, заспреивает челов. На нем энтры нашли пару раз, а он нашел раз 10. Под флешку чекает. Стандартный прочек такой, чисто на инфу. Не зафейлил. В бок убили. Ну, не зафейлил опять стрельбу. Тут Мэджис подключается. 2 лонг. Но это уже паста. На фане убил Мэджиска. Тут решение капитана. Б. Мне просто интересно, зафейлит он в стрельбе, либо нет. А, он тут не зафейлит. Они же 2 в 5 выиграют. Вы видели? Мало кто на это внимание обратит, но все уперлось вот в этот шот. Да, я эту игру смотрел. Ну, типа, как может раунд проиграть? Да, обычный там обыватель задастся этим вопросом. Но тут Spinx сделал все четко. Он примерно понимал, что его контролит игрок Ziggy, снайпер, не снайпер. И он вышел не на бомбу прицелом, который чел на дефолте, а он вышел на снайпера, который стоит по дальней, ну, в Ziggy, и контролит его на воде. Вот, Широ встал идеально против Спинкса, и он знает, что у КТ есть шанс выиграть, только пикнув оттуда. Спинкс, зная, что, ну, короче, Широ понимает, и он играет просто, он знает, что он играет против снайпера, и он выходит максимально неприятно. Прям тяжело было попасть, если честно, с экрана Широ. Вот, смотрите внимательно за тем, куда смотрит. Видите, он на зиг выходил, а потом уже дефолт убил. Ну и раунд, соответственно, проигрывается. Бабок не прям много, но СК есть. Экономика позволяет. Вандере вдвоем. Абайдал смог. Из-за того, что такой смог прилетает в Вандер, вот давайте подумаем логически. Ты стоишь в Вандере за КТ, тебе прилетает такой смог с короткой. О чем это говорит? Наверное, о том, что Тер боится, чтобы чел вышел с Андера, правильно? Поэтому закрывает. Значит, Тера в Андере, скорее всего, нет. Потому что Тер бы не боялся бы Андера, если бы его друг стоял бы в Андере и контролил его. Поэтому принимается решение спушить просто. И потом принимается решение выйти. Потому что Андер никого нет, на какой-то шум спалил Дюпри, и он просто выходит в тайминг. Тут Абай еще и топнул. Дал фраг, убив Абая, понимает, еще Аксель есть. А Аксель где играет? Где-то под Б. Поэтому в full фокусе на короткой контролит его. Вышел на широком, четко убил. Ну и спушил, короче, лонг. Тут чуть не в фокусе был. Ну, я не буду мотать, короче, там Широ чуть не взял. Спинкс был не в фокусе. Последний раунд, завершающий. Опять приходит на 9 на эту флешку. Ну, стоит для Мэджиска в случае там каких-то монстр выходов. Спинкс просто откидывает флешку. Апекс помогает за счет этого Дюпри. Ничего не стоит. Ну и на свой спот встал на картинке. За его на лонге встал. Сближение. 3 в 3. Перешел на лонг. Все. И это ключевая вещь. Таймер уже 10 секунд. Он не встает здесь насмерть, да? Он чуть-чуть пушит лонг. Потому что, ну, уже понятно, что теры лонг не будут, если их уже не было. Там почему так? Потому что теры делали стяжку на Б, в Андере их подловил челик, дал размен, Дюпри вроде. И у теров дилемма, идти на Б на двоих, да, либо возвращаться на А. И теры выбирают возвращаться на А, но таймер не позволял челу лонг побежать. Но Спинкс все равно играет от этой дуэли, ее нету, значит они масса тут банан, он просто прячется и в тайминг убивает. Базовое принятие решений, ну. Все, 3 секунды, флешка. Что могу сказать, резюмируя его игру? Он редко зашивается на пленте, а если зашивается, то стоит на картинке на дуэлях, это против пистолетов обычно. А в целом всегда аркадит, любит пушить лонг, в Андере встает тоже, ну частенько, там встает просто на дуэли против агрессивных челов. Все по полочкам, очень просто. Пацаны, он набивает по 20 фрагов за половину. По 20 фрагов каждый раз. То есть он 21 фраг, за его 20. Один из лучших игроков на этой роли. Ничего сложного нет. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комменты. Кого бы хотели, чтобы я еще посмотрел. Игроки заканчиваются. По второму кругу, что ли, Акселя Ника смотреть, не знаю. Всем пока.